в орхидее не только главное цветение, а главное ее рост, ее здоровье. Если будет орхидея здоровая, хорошо расти, выпускать корни, она и цвести будет прекрасно. Добрый день, друзья! Прошел почти год с того момента, как я начала эксперимент с этими орхидеями. Для постоянных моих зрителей это будет понятно, а вот кто попал на канал первый раз, чуть-чуть вводной информации. Этот стеллаж я начала показывать в прошлом году, в апреле. Муж специально сделал сам этот стеллаж, и многие просят показать, как он устроен с технической точки зрения. Обязательно расскажу. И мы поставили сюда 70 орхидей. За этот год я много раз показывала и рассказывала об этом стеллаже, но положительных и отрицательных эмоций, когда я снимаю здесь видео, очень много. И почему? Потому что здесь эксперимент с применением препарата аминосил. Кому-то этот препарат нравится, кому-то не нравится. Но для того, чтобы понять, как он работает, создан вот этот стеллаж, собрано 70 совершенно разных орхидей, и я смотрю динамику их роста, их восстановления, не только цветения. Ну, в орхидее не только главное цветение, а главное ее рост, ее здоровье. Если будет орхидея здоровая, хорошо расти, выпускать корни, она и цвести будет прекрасно. И небольшой отчет о цветении орхидей. Но пока муж будет показывать цветение орхидей, я вам буду объяснять, чего же я хочу добиться от этого стеллажа. Ты начинай с нижней полки, а я буду рассказывать дальше. Здесь собраны в основном проблемные орхидеи на всех полках. То есть какие-то не цвели никогда. Вот эту детку мы с вами недавно пересаживали. Я у нее и лист сломала. И она выпускает дополнительный цветонос. И очень капризно в цветении, сейчас даже покажу вам этот цветонос, вот выпускает новый цветонос и обязательно засушит несколько бутончиков. Распустит один и продолжает наращивать цветонос. Орхидеи разные, я даже не буду сейчас говорить их названия. Есть орхидеи, которые очень долгое время не цвели. Есть орхидеи, которые вроде бы как и цветут. Вот видите, там вдалеке Бернадетта. Покажу вам Бернадетту чуть позже. Большие цветоносы. Вроде бы как и цветут, но плохо растут. И для того, чтобы понять эту динамику, здесь и собраны совершенно разные орхидеи. Так. Команда поддержки уходит, а дальняя не рычит. Вторая полка. Ну, конечно, много вопросов. А почему нет цветения вот такого огромного, прямо какими-то каскадами? Ну, на этой полке не должны цвести каскадами орхидеи. Ну, разве может цвести каскадом вот такой маленький пикантный апельсин, когда это мини-орхидея? И у меня мини-орхидей очень много. Но есть орхидеи, которые мы с вами восстанавливали ее. Она была совершенно без корней. Вот ее второе цветение. Она еще очень молоденькая, после того, как она превратилась, ну, буквально в 2 листика. И корней не было. Вот сейчас и корни наросли прекрасно, и цветение уже есть. Знаменитый Аркс-Рэй, от которого, конечно, я не жду цветения, но прекрасно растит корни, новый лист. Меня это очень радует.
Есть такие орхидеи, которые, ну, года 4 назад она совсем погибала. Ну вот совсем. Вот нет ни листиков, ничего. Никак не хотела восстанавливаться. Это орхидея Салинос. И в этом году я вижу первое ее цветение. Да, когда она восстановится, когда она наберет силы, цветок будет, ну, раза в 2 крупнее. А сейчас он еще маленький. Вот там на заднем плане, тоже кто смотрит канал постоянно знает, что вот эту бабочку мы пересадили с вами с небольшим цветоносом. Вот этот цветонос дорос и прекрасно цветет. Орхидея Монако, ну вот почти каскад для Монако. Это всего 2-е цветение этой орхидеи. А вот пурпурный дождь в этом году зацвел вот таким не дождем, а сиреневой орхидеей. И вот еще детка азиатского коралла. Пересадку этой отделения, пересадку этой детки я тоже показывала. Всего 2 цветочка. Но какие желанные цветы, потому что это была детка отделена совсем недавно от материнского растения. И дальше, ну, все то же самое. И вот мне в этом случае интересно, как себя чувствуют взрослые орхидеи, как растут детки, как выпускают цветоносы маленькие орхидеи. Вот, например, орхидея Black Straps. Ей 2,5 года. И за это время она ни разу не цвела. Вот это первое цветение. Я так ждала, что она зацветет. И вот, пожалуйста. Причем, когда начался этот эксперимент, а это было прошлой весной, март-апрель, все цветы, которые я сюда поставила, они отцвели. И вдруг в прохладную весну большинство из этих орхидей выпустили цветоносы. И вы знаете, есть такие орхидеи, на верхней полке сейчас покажу вам эту орхидею, которая цветет вот с той весны. То есть сначала цветонос, потом она пробудила ветку, дорастила веточку и бутончики. Сейчас осталось 2 цветка. И у меня такое впечатление, что она опять на этой веточке хочет дорастить бутоны. Вот эта орхидея. И вот смотрите, веточку доращивает. Вот это к вопросу, а почему всего 2 цветочка? Да потому что она цветет целый год. Ну, мне, например, жалко отрезать этот цветонос. Ну, не знаю, жалко. Я хочу посмотреть, как все происходит. Какая динамика? Динамика выпуска новых цветоносов, динамика пробуждения почек. Очень часто, вот, кстати, вон наверху орхидея, это тоже почка пробудившаяся, это тоже прошлогодний цветонос. Но для того, чтобы разобраться, как реагируют цветы на удобрения, я не считаю нужным срезать эти цветоносы старые, пусть пробуждают почки. Конечно, не только удобрения или витамины для растения, аминосил влияют на цветение. Еще и влияет погода, температура воздуха, температура в помещении. Все оказывает влияние на наши орхидеи, но подкармливать их нужно обязательно. Но без, ну, неправильное слово, но без еды они не могут расти. Они так любят, чтобы их чем-то подкармливали, потому что в природе, в естественных условиях удобрения они получают все время. Причем органические удобрения. Я уже не раз объясняла, мышки, жучки, паучки – это все для них удобрения. И когда мы содержим орхидеи в коре, в керамзите, в каком-то смешанном субстрате,
но нет там удобрений. И кора вываренная, и обработанная, и керамзит камни, тоже ничего нет. И вот внесение такого органического удобрения, как аминосил, вот таким образом влияет на орхидеи. Но я люблю, чтобы эксперименты всегда были или длительными. Ричард, ну что это такое? Ты меня перебиваешь. Или длительными по времени, потому что только тогда мы можем сделать какие-то выводы. Так что в этом году мне хотелось бы еще посмотреть, как весна повлияет на орхидеи. Ну и потом, может быть, получится еще зимнее цветение, потому что в этом году была очень теплая осень и цветение, причем всех орхидей, не только на этом стеллаже, было на 2 месяца позже. Но у меня же не только этот стеллаж, у меня есть и другие орхидеи. Еще в 2 комнатах, да я вам и показываю, то показывала парфюмерные фабрики. Стеллаж позади меня, где идет основная съемка, вы видите все время. Там орхидеи подкармливаются другими удобрениями. И там тоже есть цветение, но там еще более позднее цветение, чем здесь. Поэтому я сейчас не стараюсь показать вам то, что находится сзади меня при основных съемках. Но обязательно покажу. Ну и здесь, даже на этой полке, вон там, пока мы снимали, я увидела, что орхидея опять дала цветонос. Вон он. Жизнь продолжается. И мне очень жалко, что мы снимаем, а вот эта орхидея так и не распустилась. Это красная роза. Я покупала уценку, вернее, я купила уценку позапрошлой зимой у Александра Красина. Мы сделали с вами пересадку. Все это было снято на камеру, и вот сейчас у нее появились вот таких 3 бутончика. Я знаю, что у орхидеи крупный цветок. Мне очень хочется увидеть ее цветение, но вот даже пока вам показать не могу. Эксперимент продолжается. Я все время делаю промежуточные выводы. Но одно могу сказать. Поливать этим удобрением, этими витаминами мне очень нравится. Орхидеи на эти витамины откликаются и ростом, и цветением. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. А это нам все время мешал кто-то сегодня, да? Хулиган. Кто хулиган? Ты мне игрушку принес, да? Ну, прости, дорогой. Эх, и не пойму. Такую игрушку страшно даже показывать. Зато любимая.